Всем привет, это Игорь Зименко, один из братьев, создателей истории «Счастливого конца света». Саша мне написал, говорит, ты постоянно рассказываешь о том, как ты создаешь кадр, почему бы не поделиться тебе этим с остальными. Действительно, когда я рисую кадр, у меня много эмоций от того, как происходит процесс рисования, о чем я думаю. Этот кадр — это один из кадров, который делался для нашего нового Кникса. Эта иллюстрация, она должна показывать больше информации, при том, что это одна картинка. Здесь вот есть текст, это то, что говорят персонажи, чтобы я понимал, какие эмоции персонаж выражает и как лучше всего их нарисовать. Прежде чем я начну рисовать, я делаю наброски, позы героев так, чтобы они хорошо выглядели в кадре. Этот кадр своего рода особенный, потому что в нем появляется впервые персонаж Бруно, вот персонаж справа. Я начал рисовать на компьютере, но я понял, что у меня не выходит, и перешел к бумаге, а на бумаге это был не один набросок, где я пытался изобразить все, что мне нужно. Мне как-то на бумаге сподручней. Основной идеей их диалога показать их отношения в одном кадре, в одной картинке, показать эмоции героев не только за счет лица, но и физического действия. То, как они открыты, то, как они стоят в кадре. Бруно приносит в этом моменте ей еду, которую Саша придумал. Необычное название, по-моему, называется чебоя. И я подумал, я сразу представил, как это выглядит, и вот я нарисовал это. Она так демонстративно показывает, как это выглядит в нашу сторону одновременно, и как бы ему показывает. Тоже была непростой задачей, чтобы найти подходящую позу, но мне понравилось, как она выглядит. Мне нравится, как выглядит вилка. Упрощенная, схематичная, но прикольная. Я когда начинаю рисовать, я пытаюсь рисовать с того, что мне нравится. И первым я нарисовал Софи, она сразу получилась. С Бруно тоже были свои сложности, что-то получалось, что-то не получалось, что-то стираю, что-то дорисовываю, пока не найду тот нужный вариант, ту эмоцию, которую выражает персонаж. В этой сцене Софи уставшая от того, что происходят постоянные концы света, они вместе отправляются на дела, друг друга прикрывают, помогают, и он где-то к ней относится как к младшей сестре или дочери в силу возраста, в силу того, какой он. Здесь такой момент, когда София немного пренебрегает его добротой, но он понимает, что это все усталость и не обращает на это внимания, пытается ее приободрить. Что касается фона, я тоже делал разные наброски. Рисование для меня тоже как экспериментирование, хоть у меня в голове есть представление о том, как будет выглядеть конечная картинка, но я по ходу пробую, смотрю, что мне нравится, как это работает, и не всегда то, что я изначально вижу, сходится с тем, что будет в итоге, потому что, наверное, я вижу это как мультфильм, движущаяся картинка, движущаяся камера, но когда это не сходится, я ищу более подходящий вариант того, как это лучше будет смотреться. И здесь я начал рисовать фон, набрасывать его, смотреть, как он будет лучше работать. Я много времени продумывал то, как будет выглядеть этот переулок. Мы с Сашей много обсуждали эти моменты. У меня было штук 5 своих представлений, как выглядит этот переулок, потому что я пытался представить, что делает Софи, как она ходит по этому переулку, и пытался, опять же, это все соединить в одну картинку. Надо попробовать, иначе не узнаете. Я хотел как можно больше оставить или вписать элементов, которые упоминаются в истории, в Книксе. Вы можете даже заметить на одной из иллюстраций птицу, которую Саша назвал жаворонок, и я ее тоже вставил в последнем кадре. И то же самое здесь с пылесгустом. Вот я рисую сейчас. В голове у нас есть такое существо, как пылесгуст, и оно справа возле мусорки, но он уже тут подгорел и даже небольшой дымок нарисовал. И, опять же, пытался создать ощущение постапокалипсиса, разрухи, какие-то заросли, немножко травы, чтобы это было более красиво, более приятно выглядело, и перешел к раскраске. Опять же, тут место для экспериментов. Черно-белый вариант, где они еще не раскрашены. А я балдею от этого варианта, потому что, не знаю, мне нравится, как оно выглядит и черно-белым. Я балдею от этого кадра, потому что мне кажется, что это не я нарисовал. Уже тут вижу цвета, которые мне нравятся, и поэтому, когда я приступаю к раскраске, я пытаюсь изобразить именно те цвета, тот цвет, который я вижу.
В раскраске, конечно, есть свои тонкости. Я пытаюсь это сделать с природной точки зрения, отображения света, цвета, но иногда лучше прибегнуть к каким-то искажениям, преувеличениям. По крайней мере, мне так нравится делать, для того, чтобы картинка выглядела лучше и выразительней. И это финальный вариант, практически финальный вариант. Были процессы доработки, редакции. Картинку скинул Саше, он уже это все прикидывал для оформления в Knicks, как это будет лучше выглядеть. Он мне предложил немножко изменить персонажей, сделать их больше, подвинуть, но в целом кадр выглядит именно так. У нас также были иллюстрации для головы с Оливером, которые также пойдут в третий Knicks. Вы узнаете, наконец, что произошло после ситуации в комиксе. Это как раз продолжение, там тоже есть кадры, вы не только прочтете, но увидите, как это выглядит. Мне кажется, получилось очень круто. Это долгожданное продолжение. Появится электронная версия, которую вы сможете приобрести на обложке Софи с банкой Пандоры. Думаю, вы ее видели. Если нет, переходите в группу, почитать, погрузиться в мир. Это был Игорь Зиненко, один из братьев Зиненко. И всем хорошего дня, всем счастливого конца света. До следующего раза.